Наверх докладывается то, что мы продвигаемся, все идем вперед, а на самом деле все стоят на месте. Ни гранат, ничего не дали, ни аптечек. Сказали вперед, и что с тобой будет, им насрать. Как вы попали в плен, полностью в красках и подробностях? После прохождения лепки, нам до этого сказали были, как лепку пройдешь, поверните маленько правее и ищите тропу и блиндажи. И сидите, ждите, окопайтесь. Кого ждать, не сказали ничего. И сколько ждать? Ни блиндажей, ничего нету. Как сказали по тропе взять правее, так и шли. Нашли один блиндаж, одна группа осталась там, мы пошли дальше. Дальше шли, когда увидели 200-е лежат. Три 200-х лежало. Перед нами было дерево, за ним был блиндаж разбитый. По нам начали стрелять. Мы заскочили в этот блиндаж. Дрон еще появился, мы в блиндаж все вчетвером спрятались. И тут начали по нам долбить дронами. Мы как могли закопались. Маленький кусок сначала, где четвером сидели, его разбило. Потом мы переползли на другую сторону. И четвертый до этого хотел вылезти и убежать, но ему сразу прилетело в голову. Он лежал там, живой, все, кровью истекал только. Мы Он копались. лежал, не понимал ничего. Но... Его контузило уже неоднократно. Его не контузило, у него там поле в башке было. Азов подошел к нам туда. Закидали опять гранатами. Жили, вдастся. Уже мы контужены, ничего не слышим. Нам дали попить, покурить, поесть, помыться. За что сидел? За кражи. 158-е, часть 3, 1, 2, 229-я, часть 3. За все 45 лет. Предлагали хорошие условия контракта. Почему решил идти? Кредиты задавили. Сказали, подпишешь контракт на СВО, то есть мы тебе это спишем. То есть, как говорится, заманчивое дело. С нашими зарплатами в России ты будешь еще лучше проще сдохнуть, сходить и, как говорится, денег больших хапнуть и про тебя забудут. Но я думал, может, все-таки где-нибудь, как раньше, это по срочке, там, со срочниками где-нибудь осесть, там, и сиди, как говорится, контракт молодых учи. А тут видите, как все интересно-то. Вот мобилизация когда была, моих возрастов всех забрали. А то, что у нас на двоих 6 детей, поэтому меня только по мобилизации не забирали. Я жене говорю, будешь мне мозг выносить, меня же жена голову выносила. Я говорю, будешь выносить, я говорю, я вам контракт, говорю, подпишу, уеду. Ха-ха. Напугал, говорит, бабу яйцами. Я говорю, ах так. Психанул, да пошел. Там пришел просто, военник бросил. Все было на эмоциях, все было до Самары. Я практически там толком не помнил даже ничего. Там в Самаре только отрезвели. Уволиться хотел, но уже никого не увольняли. Там в контракте было подписано, там, как будто бы в течение 3 месяцев там, испытательный срок. Я пробовал, ничего не помогло. У тебя украинская фамилия, да? Да. Ну, то есть гены отсюда идут.
бабушка Осадченко. То есть, получается, мать украинка. Да, и отец у меня украинец. И отец украинец. Да. Ну, они порадовались, что ты пошел. Да, не думаю. Мне кажется, им вообще просто было пофигу. Ушел, да ушел подальше, чтоб не видели. Я типа по жизни косячник. Ну и как оправдались твои ожидания? Вот ты подписал контракт. Чего ты ожидал и как вообще все получилось? По телевизору говорили одно, а на самом деле вообще все другое. Толку. А что по телевизору говорили? Ну то, что все хорошо, все идет нормально, все идут вперед, а в итоге ничего вперед не идет. 110 человек осталось человек с 30. Отправляли просто на мясо. Ни поддержки, ничего не было. Ни минометы, как они будут обещать, работать будут. Ничего этого не было. Птичек нету, ничего нету. БПЛАщиков тоже нет. Ни гранат, ничего не дали, ни аптечек. У нас было по 3 магазина, что ли, всего лишь. И автомат. Больше ничего не было. Пацаны не дадут. Шли как это, ну, как идем. То есть даже не знали, что они вот они. Ну, потом, когда выходили-то, там 30 или 40 метров до них было. Вот как это вот нам так объяснили, что вот пойдете и найдете блиндажи там. Может, просто реальным мясом нас просто тупо на смерть повели, чтобы вы выявили, где кто есть. Пацанами тут вот встречались, я говорю, помните, когда нам сказали, вот, штурмовой отряд, мы, да, элита, а сейчас я говорю, что бы ты сказал, да оно бы, говорит, это надо было, я бы, говорит, сломал бы сечение, идти домой, блядь, если бы знали, куда мы попали. То есть каждый, видите, думал, что, ну, прослужим там, ходили на полигон, там, постреляли, там, там, я не знаю, поползали, побегали, покопали, все, и на всем это служба. А тут-то оказалось-то, не так все так просто-то. Отношение офицеров и командования к вам? Фактическое. За людей не считает. Что с тобой будет, где ты, что ты, как ты, их это не волнует. И главное, сказали вперед, и что с тобой будет, им насрать. Оцени свою подготовку, которую ты получил по 10-бальной шкале. По 10-бальной? Ну, 3. Что из медицины обучали? Наматывать только жгут. Все, да? Все. Мы больше ничего не объясняли. Какие вообще настроения у вас в подразделении? Ну, смотря где. Да в основном уже все между собой выпили, дерутся, то есть там уже у всех крыша едет, то есть даже тоже не могу сказать, какие. Где вот был, ну, да, вроде пьют, потом тут же и драться начинают между собой. Дебилизм. В курсе ли, до кого вы попали в плен? Да, 12-я бригада, специальное назначение, Азов. Не били, не ругали, спокойно относились. Нормально, никто никого не принуждает, не бьет. Кормят? Кормят, поют, курить даже дают. Мыться ходят. Я скажу честно, пацаны, не вздумайте сюда идти. Все, что вам говорят, это неправда. По телевизору тоже говорят много чего. Взять даже наше направление. Говорится за все направления, то есть Харьковское, все. А за наше направление за полгода ни одного сообщения не было, даже в телевизоре. Начальство говорит одно. То есть наверх докладывается то, что мы продвигаемся, все идем вперед, а на самом деле все стоят на месте. Всех друзей, которые со мной были, просто получается, что за 2 дня они даже не дошли до позиции. Просто 60 человек лежит. И их никого не вытащили. Там уже и вытаскивать некого. Я уже тоже, как говорится, устал от этой всей херни, чтобы быстрее бы все закончилось. И сколько можно-то. Вот сейчас, тем более, увидев это все изнутри,
Это, если это надо заканчивать, это уже хватит, это просто жесть. Хочу домой, к детям, к жене, чтобы забыть это как страшный сон. То, что вот так война идет и непонятная, и для чего она идет, с этим, конечно, не согласен. Ну, если ты не конченый дурак и просто дурак, ну, лучше не надо. Здесь все по-другому, не так, как нам, как говорится, по телевизору показывают, что все хорошо, там, мы молодцы, сюда не надо соваться.